Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю итальянские песочные пирожные корзинки с заварным кремом и ягодами. Это не только очень вкусно, но и невероятно красиво. А готовится проще простого. И к тому же продукты использую все самые доступные. Обязательно приготовьте их и попробуйте. Вот такая красота получается в разрезе. И как же это вкусно! Нежное песочное тесто, ванильный заварной крем и ягоды. Для приготовления заварного крема мне понадобится в сотейник вливаю молоко, доведу его почти до кипения. В миску всыпаю сахар, соль и крахмал. Хорошо перемешиваю. Добавляю яйцо. Перемешиваю все до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело, оно хорошо прогрелось. Часть молока вливаю в яичную смесь и все время помешиваю. Перемешиваем интенсивно. Оставшуюся часть молока возвращаю на плиту и вливаю в него получившуюся смесь. И теперь варим заварной крем до того момента, когда он загустеет и закипит. При этом все время помешиваем, чтобы крем не пригорел. Масса довольно быстро начинает густеть. Посмотрите, появились пузыри. Крем закипел. Провариваю его еще буквально несколько секунд, интенсивно перемешивая, и снимаю с плиты. Продолжаю перемешивать, так как кастрюля еще горячая. Добавляю сливочное масло, добавляю экстракт ванили, и очень вкусный заварной ванильный крем у меня уже готов. Посмотрите, какой он получился шелковистый, очень гладкий, без единого комочка. Если так получилось, что у вас в заварном креме образовались комочки, можно протереть его через сито. Закрываю крем пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю крем до полного остывания. Для приготовления теста мне понадобится выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Всыпаю сахар, добавляю щепотку соли и чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Для рецепта лучше использовать мелкокристаллический сахар. По одному добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 60 граммов. В полученную массу просеиваю муку, не всю сразу, немного оставлю. И разрыхлитель для теста. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Буду смотреть на консистенцию теста. Добавляю оставшуюся муку. В итоге получилось вот такое очень нежное, липковатое песочное тесто. Готовить пирожные я буду вот в таких формах для маффинов. Слегка каждую ячейку подпыляю мукой. При помощи ложки выкладываю тесто. В каждую ячейку я выложила примерно по 40 граммов теста. И вот такое небольшое количество теста у меня осталось. Его я буду оформлять сверху на пирожные. Сверху тесто слегка припыляю мукой и аккуратно пальцами распределяю по ячейке. Если надо, можно пальцы еще окунуть в муку. Делаем такие корзиночки. Все очень просто. Я постаралась вот таким образом очень равномерно распределить тесто по формочкам. Старайтесь, чтобы дно и бока были примерно одинаковой толщины. Оставшееся тесто перекладываю в кондитерский мешок. Я буду использовать вот такую насадку, закрытая звездочка. Для моих пирожных я буду использовать красную и черную смородину. Чтобы ягоды не потекли, я смешаю чайную ложку кукурузного крахмала и неполную столовую ложку сахара. Понемногу этой смеси я выкладываю каждую ячейку на тесто. Сверху выкладываю ягоды. Не надо много. Ягоды у меня замороженные,
Конечно, можно использовать и свежие. Заварной крем у меня уже слегка остыл, и я его выкладываю сверху на ягоды. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Крем немного разравниваю. И там, где не хватает крема, немного добавляю. Как видите, крем у меня ушел фактически весь. Сверху на крем выкладываю еще немного ягод. Эти ягоды я уже не обваливаю в крахмале. Стараюсь выложить их в центр. И теперь по краям пирожных из мешка выдавливаю такие небольшие цветочки. И теперь отправляю пирожные выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирожные красиво подрумянились в духовке, они уже полностью готовы. Выпекала я их всего 22 минуты. И сейчас их надо оставить остывать прямо в форме. Если вы сейчас их будете доставать из формы, они сломаются. Когда пирожные остыли, аккуратно достаю их из формы. Можно немного по краю поддеть, и они легко достаются. Получаются вот такие красивейшие пирожные. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 12 пирожных. Сверху пирожные по желанию можно присыпать сахарной пудрой. Эти пирожные получаются необычайно нежные и очень красивые, а готовятся проще простого. Вот такая красота получается в разрезе. И как же это вкусно! Нежное песочное тесто, ванильный заварной крем и ягоды. Обязательно приготовьте такие чудесные пирожные, я уверена, они всем понравятся. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!